Айтишники, привет! Я Штукенция, программист на Python. И сегодня я вам расскажу, какую программу я пишу, над чем я сейчас работаю. Вообще, в общем, это ужасная история. Все начинающие и продолжающие питонисты, я думаю, сейчас будут меня как-нибудь поддерживать, потому что я просто чуть с ума не сошла, пока писала вот эту вот задачу, крестики и... Ой, фу, не крестики и нолики, крестики и нолики, но я делала непобедимого противника в игре крестики и нолики. А вот теперь, пожалуйста, в комментариях мне напишите, кто уже делал такую задачу, может быть, на своем языке программирования, может быть, там, на питоне, на C и так далее. Это такая универсальная задача, когда вы создаете искусственный интеллект, вы поняли, который должен стать непобедимым, то есть человек будет не в состоянии выиграть у компьютера. И это оказалось довольно сложной задачей, я на ней зависла реально надолго. Если вы участвуете в нашем дискорде программистов, вы можете заметить, как долго я сижу на одной и той же задаче. Это реально самое пока что трудное, с чем я сталкивалась. И я хочу рассказать, на каком я сейчас этапе, и показать, собственно, как сделать непобедимого соперника в игре крестики-нолики. Во-первых, я вас приглашаю на наш сайт. Сайт наш называется «Компьютерный журнал айтишника». Ссылка на него есть в описании и на нашем канале. И здесь я написала подробнейшую статью со всеми этапами, в общем, что я уже делала, что у меня получалось, что у меня не получалось. Эта статья огромная, такой аналога в интернете нет. Я сама пыталась реально найти решение, вот честно, я уже когда какой-то момент замучилась и поняла, у меня не получается сделать этого дурацкого соперника до конца, так, как я бы хотела. И я начала искать решение на русском, на английском. Никто не написал в интернете, как правильно сделать непобедимого соперника на питоне. Поэтому я решила сделать это самостоятельно. И вот здесь все шаги, что нужно ввести, какую переменную, что да как. Короче, огромная статья, реально, мне кажется, больше, чем та книжка, по которой вы будете учиться. Неважно, ладно, написала, и, в общем, где я сейчас нахожусь. Вот здесь даже мои эти записи от руки, как я пыталась создать этот алгоритм. Ужасно. Так, теперь, значит, где я сейчас нахожусь? Вот, я сейчас нахожусь на этапе, практически уже на конечном этапе, у меня уже есть алгоритм, написанный на псевдокоде, вот он. И у меня уже есть в целом, вот если мы сейчас перейдем в мою среду программирования, то я сейчас нахожусь на этапе, когда у меня практически все написано словами. То есть вы можете увидеть, например, сейчас я приду, вот функция. Вот, функция компьютера. Давайте я вам сначала все покажу, вкратце, что у меня тут вообще есть. Тут у меня сначала начальные условия идут, там типа переменная x, потом я задаю размер доски, у меня размер доски 9 клеточек пока что, ходы — это список ходов, ничья — это вывод ничьи, ничего интересного пока. Вот, теперь начинаются функции. Это предустановленные функции, которые есть вот в первоначальной версии программы, я их по-русски пишу, в общем, там они изначально были по-английски. У меня идет сначала инструкция к игре, вывод поля, затем кто задают вопрос, будешь ты ходить первым или нет, да, нет, затем фишки, это у меня функция, которая определяет, кто будет первым делать ход, человек или компьютер, и присваивает, кто играет крестиками, кто ноликами. Следующая функция — это ход-компьютер. Кстати, все эти функции перечислены в подробностях, написаны на сайте, так что можете просто зайти и посмотреть, как там, скопировать к себе, если хотите протестировать. Короче, ход-компьютер — это функция, которая определяет и записывает компьютерные... Ход number — это, как это сказать... Что это у меня ход number? Я уже забыла. Видите? Я уже не помню, что такое ход number. Так, давайте посмотрим. Ход number — это... это когда человеку задают вопрос, и он пишет номер своего хода. Так, теперь новая доска, это у меня функция, которая создает каждый раз новую доску после того, как ты сделал ходы, как бы прошел цикл, возвращаешься, делается новая доска. Дальше показ доски — это просто изображение доски, которая сейчас. Дальше доступные ходы, вот, это самое важное. Доступные ходы — это то, куда можно пойти. То есть это как бы у меня сюда присоединяется через переменную ходы, которую я, кстати, сейчас вот только что поняла, что мне ее надо использовать. В общем, через переменную ходы у меня подсоединяются
все ходы, которые я уже сделала, ну, или человек сделал, или компьютер сделал, они у меня соединяются в, ну, как, не знаю, кортеж, я все время путаю, как это называется, но то, что, короче, в скобках, доступные ходы, вот эта вот фигня, все эти ходы, которые люди походили, они объединяются вот в эту кучу. И это очень важная переменная. Дальше это фигня, типа winner, это условия победы, допустим, ну, все условия победы перечислены, там, куда ты поставил 3 крестика, ты победил. Следующее, human ход, это я вообще не буду трогать даже функцию, то есть она хорошо сделана, она просто спрашивает сделать свой ход, добавляет ход в эту базу и так далее. Вот, теперь, собственно, функция, над которой я уже, мне кажется, чуть не сдохла. Мне кажется, я вообще могла уже бросить этот питон к чертовой матери из-за этой дурацкой задачи, потому что, ну, реально трудная задача, не знаю. Если вы вдруг изучаете питон, честно мне напишите, как долго вы делали эту задачу, и получилось ли у вас реально сделать непобедимого соперника. Не просто соперника, знаете, который ходит по лучшим ходам, или соперника, который там какое-нибудь одно условие проверяет, или какой-нибудь крестик в центре ставит, ну, типа, знаете, такое я тоже могу сделать, а вот именно реального непобедимого соперника, который учитывает все варианты вот этого развития. В общем, короче, я так заморочилась, видимо, я жуткий задрот, что я не смогла, короче, оставить эту задачу в покое, и вот сейчас сижу, делаю. Короче, вот этот компьютерный ход, это та функция, с которой я пытаюсь бороться. Я к ней написала начало, оно универсальное довольно-таки. Это, кстати, тоже новое начало, это не предустановлено, я его новое сделала. Вот я через доступные ходы сюда ввела, потом написала ходы, ну, короче, первоначальные условия. И вот теперь с красненького, вот отсюда, я сейчас сижу и пытаюсь ту логику, которую я придумала, ну, как бы я, естественно, не сама ее придумала, она в Википедии написана, то есть это игра вообще крестики-нолики, она, естественно, очень простая и очень давняя, и к ней уже написан алгоритм, то есть если вы зайдете в Википедию просто, вы найдете большую такую схемку, которая показывает, как надо выигрывать у соперника, то есть вроде бы ничего нового, естественно, это не я придумала, но проблема в том, что перевести эту логику в программу оказалось довольно непросто, то есть я, во-первых, никто этого не сделал в интернете, а во-вторых, когда я попыталась это сделать, я столкнулась с кучей проблем. Потому что все время приходится либо каких-то кучу этих условий писать, типа, если то, то не то, если это, то не это, уже запутываешься под конец, что там, где, какие условия. Что мне помогло? Мне помогло сначала сесть, и вот на такой бумажке, сейчас я вам покажу, я даже сфоткала, вот на этой бумажке я взяла и написала все эти if-else просто вот словами, видите, вот у меня так написано. Значит, если компьютер первый ход, то проверь то. Если пусто, пойди туда. Если не пусто, делай так. И теперь второй ход. Если второй ход то делай это или это. Если это занято, делай то. Если это... То есть я все расписала в виде каких-то этих схемок, ну просто чисто словами. Получилась довольно такая, ну, в принципе, большая жесть из 4 секций. Теперь следующая задача была, вот это то, что я тут понаписала какими-то словами, попыталась перевести примерно в псевдокод. Что у меня получилось? Вот, псевдокод у меня идет красным, потому что я его закомментировала через решетку. В питоне комменты идут через решетку. Вот, короче, закомментировала, и что у меня вышло? У меня получилась какая-то, в принципе, простая история. То есть, смотрите, начинается компьютерный ход. Он сначала берет, создает копию доски, я описываю лучшие ходы, ну, которые возможны, но они еще из первой задачи шли, поэтому я их просто тут оставила. Типа пишу мой ход такой-то, и дальше начинаются циклы. Значит, первый цикл пошел for. Если I, ну, типа переменная в доступных ходах в моей доске, то присваиваем I к ходу компьютера, и если это позволяет выиграть компьютер, то есть первая вот эта фигня, первый цикл, он проверяет, могу ли я ходом сейчас выиграть. Если могу выиграть ходом, то делаю ход, как обычно. Ну, очевидно, то есть если я могу поставить куда-то крестик, компьютер, и могу уже выиграть, то мне надо ставить логично туда крестик, и ничего больше думать не надо. То есть я проверил условия выигрыша, если могу выиграть, ставлю крестик. Но, естественно, на начальных ходах такого нет, потому что в начальных ходах не будет еще никакого выигрыша, но это типа универсальное условие, которое идет все равно общим циклом. Следующий цикл у меня идет вот такой for тоже, он у меня тоже проверяет, не может ли следующим ходом выиграть человек. То есть если, например, у нас уже там по 2 крестика стоит или по нолика, да, и следующий человек может куда-нибудь поставить свой
крестик и выиграть, мне нужно обязательно поставить туда, то есть не дать ему выиграть следующим ходом. Это второе общее условие, которое идет еще как бы даже до всей этой логики, которую я тут пыталась намудрить. То есть проверили две возможности условия общими форами, оставляем их в начале. Следующее. Вот здесь начинается жопа. Вот, собственно, вот этот цикл for третий, который будет состоять из миллиона условий. Я его решила сделать как раз-таки единым циклом, видите, то есть у меня вся функция, по сути, компьютерный ход, ну, я так придумала, по крайней мере, может, это, конечно, и неправильно, и вообще все, что я сейчас показываю, может быть, все и так и не надо делать, вот, просто это я так сделала, и мне кажется, это логично. Если вам кажется это нелогично, напишите в комментариях, почему вы так думаете, и опишите все ваши ходы последовательно, я все это внимательно прочитаю. Короче, компьютерный ход я решила составить из 3 циклов. Смотрите, первые 2 фора – это проверка 2 условий на выигрыш, и 3-й фор – это если, то есть компьютер как должен думать, если, короче, я не могу следующим ходом выиграть, и чел не может выиграть следующим ходом, то дальше я запускаю такой большой цикл for, в котором я буду проверять миллион всяких условий и буду умно ходить. То есть, по сути, я вот этот, ну, так называемый искусственный интеллект засовываю в 3-й цикл for. И все. То есть теперь, смотрите, я написала начало этого 3-го цикла for k. K это у меня типа переменная, да, в доступных ходах. Доступные ходы – это пустые клеточки, которые еще никто не занял. Теперь вот в этом цикле начинается вся самая большая трудность. И вот я эти пишу комменты. То есть изначально у меня не было вообще никакого кода, у меня были одни комментарии вот словами, вот видите, красненькими вот этими, типа «если компьютер ходит вторым». Причем, смотрите, очень интересная вещь. Сначала я, естественно, как логичный человек подумала, напишу, как бы разделю все это, посмотрите мою бумажку, в бумажке, когда ты пытаешься сочинить эту логику, ты как думаешь? Ну окей, допустим, компьютер ходит первым, и вот у меня идет первая вот эта вся фигня, это если компьютер ходит первым. И про него написано, если он пошел первым, то то, это, куча всяких условий. А потом я думаю, ну окей, если он не ходит первым, мы сделаем второй вариант, вот здесь вот. Если компьютер ходит вторым, вот это все справа, это если компьютер ходит вторым. И я пыталась также написать программу, то есть, ну, логично у нас как, то есть, типа, если ты ходишь первым, это будет первый блок кода, а если ты ходишь вторым, то это второй блок кода. И я попыталась так и написать. А потом оказалось, что это не очень удобно, потому что проще написать сначала, когда компьютер ходит вторым, а потом, когда компьютер ходит первым. Почему? Вот почему. Почему, сейчас уже не помню. Сейчас попытаюсь вспомнить, почему. Я сейчас вот с утра это поняла и уже забыла. Сейчас вспомню, почему. Вот почему. Смотрите, потому что условия. Откуда мы узнаем, ходит ли компьютер первым или ходит ли компьютер вторым? Для этого есть переменная, которая называется первый ход. Я ее откопала вот здесь, сверху. Где-то вот тут вот было в функции, вот, да, return, я даже добавила ее специально, и ее не было, по сути. Есть такая у нас функция фишки, ну, она, не помню, как она по-английски называется, неважно. Короче, она спрашивает, ты хочешь быть первым, кто сделает ход? И там человек отвечает, да или нет. И раньше здесь был возврат только, кто играет крестиками, а кто играет ноликами. А мне нужно понять, кто, собственно, ну, как бы, чей первый ход в итоге. И он здесь не возвращался, поэтому я его добавила. Я сделала return первый ход. Я, кстати, не знаю, будет ли это все работать еще раз. Ну, посмотрим в конце этого видео. Вот, потому что я еще, ну, как бы, я пока пишу эту программу, это просто типа логика. Но не знаю, заработает или нет. Короче, я решила добавить переменную, которая называется первый ход, вывод этой переменной из функции фишки. Вот, я ее сделала, return, и здесь, в моей функции уже, где там она у меня, эта функция дурацкая, вот, в компьютерный ход, я, видите, сверху добавила, изначально было только доска, компьютер и человек, то есть эта функция изначально, ну, как там в книжке в любой найдете, она имеет 3 вводных переменных. Доска, ну, типа, что сейчас на доске, компьютер, ход компьютера, и human — это ход человека. А я добавила еще 2 переменные. Первое — это первый ход, чтобы знать, кто пошел первым. А второе — ход. Ход тоже здесь не было, я его тоже вывела из какой-то другой функции, вот, из human хода. Или она выводилась, по-моему. Да, она, наверное, выводилась, я просто сюда добавила. Вот, ход из того, как пошел человек. Теперь,
если мы пишем сначала блок, в котором компьютер ходит вторым, то мы просто условие делаем такое: если первый ход существует. Его очень легко написать, потому что if первый ход двоеточие, это типа просто if первый ход true. Ну, грубо говоря, если у первого хода есть возврат. А почему это так просто? Потому что возвращаемся вот сюда, где, собственно, этот первый ход достается. Где он? Вот. Сейчас покажу. Первый ход, вот. Первый ход существует, возврат его, только тогда, когда первый ход равно да, видите? То есть я сделала специально возврат первого хода под тем ифом, где человек отвечает да. То есть если человек ответил да, у меня идет return первого хода, и тогда я в условии вот здесь, у меня получается, что первый ход как бы true. Ну, короче, поняли, я думаю. И это очень легко написать. А когда ты пытаешься наоборот написать, что, типа, это не true, то получается все наоборот надо делать, то есть, типа, ну, с отрицанием. Короче, это неудобно. Поэтому я решила вначале поставить блок, в котором компьютер ходит вторым. И он, кстати, довольно-таки геморройный, и это, мне кажется, тоже хорошо. То есть ты сначала напишешь самый геморройный блок, там куча всех этих if и else, а потом останется уже написать, типа, если компьютер ходит первым, и этот блок намного короче. Теперь, что у меня уже получилось? Значит, смотрите, если у меня компьютер ходит вторым, вот пошел вот этот третий for из цикла компьютерного хода. Вот здесь начинается такая история. Мне оказалось проще всего писать так. Допустим, я оставляю комментарий сверху, и под ним пишу сразу же строчку кода, которая относится к этому комментарию. То есть, вот я напишу, компьютер ходит вторым, пишу if, первый ход true, то есть это означает это, то есть я как бы, не знаю, построчно перевожу, что ли, знаете, как, если я почувствовала себя каким-то переводчиком, у меня есть, значит, строчка по-русски, компьютер ходит вторым, я такая, как бы это перевести на питон, знаете, как будто на английский какой-то, и думаю, if, а причем дословно ты это не переведешь, тебе же нужно это как-то, короче, еще, чтобы логично было, очень веселая история. Так вот, теперь следующая строчка у меня идет блок первого хода, но это переводить не надо, потому что это типа для меня, это просто чтобы не забыть, что к чему. Следующий у меня идет предыдущий ход противника, прямо видите, как у меня написано, предыдущий ход противника равен по центру, типа если это центральный, то, видите, если это центр, то походи туда. И я и пишу, я опять решила, опять через if. Теперь короче, если сейчас буду каждую строчку объяснять, это слишком долго, объясню общий принцип. Изначально я взяла, проставила все ифы. То есть, видите, вот эти здесь if, здесь if, здесь if, здесь if. Я просто, когда вижу в своем тексте если, беру, ставлю if. Если вижу еще раз если, ставлю if. То есть так просто, реально. Дайте я сейчас вам покажу даже, вот это уже я просто код написала, здесь все это геморройно кажется. Ну вот, этот код, вот здесь еще не написанный код, я сейчас его только собираюсь писать. Вот посмотрите, как у меня все это изначально выглядело. У меня было так, if, потом по-русски первый ход, x равно 3, то есть это значит первый ход крестиков был равен 3, и, я прям end написала для себя, чтобы не забыть, и одновременно второй ход крестиков равен 0 или 6, и в этом случае выбирай 0 или 6, то есть простым русским языком. А теперь вот эту строчку, чтобы мне превратить в код, давайте поднимемся на несколько строчек выше, я покажу, у меня похожая строчка уже написана код. Вот, видите, у меня если, if такой же остается. Дальше первый ход, здесь у меня равно ходы, в скобочках 0. Опять же, я не знаю, заработает это или нет, я сейчас пока по памяти пишу, но как бы логика такая, что типа мне нужно взять нулевую позицию из, как это называется, последовательности, кортежа, я не знаю, какой-то хрени, вот это в скобках, которые все время не забываю, как они все называются, то ли группа чисел, ну вы поняли, короче, группа, которая в скобках. Беру нулевую позицию, это будет, наверное, первый ход, потому что, скорее всего, первый ход, они же все по очереди записываются, и, скорее всего, тот, у которого индекс 0, это будет первый ход, и я пишу, если первый ход равен, там, здесь будет единичка была, а у меня сейчас будет 3, и, видите, пишу end, и вот тут у меня тоже большой вопрос, сработает ли так или нет, я гуглила, пыталась понять, как работает логика в этом питоне, то есть я хочу сказать, что и второй ход, то есть видите, ходы в скобочках 1 это потому что номер 1, он теперь будет 2, ну, потому что 0 был первым, ну, короче, как в программировании.
этот не равен, или этот не равен. И я не знаю, вообще поймет он меня или нет, потому что я еще все это положила в скобки. Ну, по аналогии с каким-то математическим выражением. Я гуглила, как мне объяснить компьютеру, что мне нужно и одновременно или, но или должно быть как бы менее главным, чем и. Я не знаю, я гуглила, ничего такого не написано, и я решила заключить это в скобки, чисто по аналогии с математическим выражением. Но я опять не знаю, заработает это или нет. Ну, как бы, главная логика. То есть, если это не заработает, я просто буду искать, как мне написать, чтобы было and, а то, что или, как бы, объединялось. Ну, что-то в этом духе. Дальше я вставляю опять цикл for, потому что я ему говорю, если мы проверяем индекс, ну, в доступных числах из доступных ходов, если он как бы есть в доступных ходах, то присваиваем ему номер как бы из этих, какой-то один, который будет свободен. Напечатай, верни I и вставь этот индекс обратно в ходы. И вот так я пишу для каждого. То есть мне для этого, давайте вместе напишем, ну просто типа, чтобы было понятно, что я делаю, еще раз. Так, что я тут делаю-то вообще? Так, компьютер ходит вторым, блок первого хода. Главное, ничего, знаете, самая такая простая вещь. Просто ничего не стирать, все сохранять. Давайте все сохраним, чтобы ничего не потерялось. И по очереди все делать. Значит, смотрим. Если, у меня теперь такое условие. Первый ход равен 3. Как мы это запишем? If ходы, значит, мне нужно первый ход, чтобы был равен 3. Значит, ходы с индексом 0 будет равно 3. Пойми меня, пожалуйста, Python, что я имею в виду. Так, и теперь, видите, и второй ход, и теперь ход с индексом 1, правильно? Равен, чему он у нас тут равен? Сейчас, и, ой, я что-то не то скопировала, видите? Вот, я не то скопировала, видите, так все время бывает, заново. Потому что когда ты что-нибудь не то скопируешь, у тебя появляется лишняя строка. Вот, пишу, значит, если, вот, первый ход равен 3, теперь и второй ход равен это или это. То есть опять копируем, как я думаю, в скобочках. И не надо ржать, если это не так работает в питоне, я пока этого не знаю. Так, надеюсь, так. И второй ход равен 0 или 6. То есть здесь у нас будет равен. Убираем знак восклицательный, потому что у меня было в прошлый раз не равен, а здесь равен 0. Так, 2 меняем на 6. 6. То, теперь то... Поскольку у нас два значения, мы не можем однозначно ему сказать, что он должен сделать, мы, значит, запускаем опять цикл for и говорим, хотя нет, зачем мне for? Тут два всего значения, сейчас я подумаю, как мне сделать два значения, видите, мне нужно выбери то или выбери это, я где-то это уже писала, видите, очень важно, если ты уже где-то что-то такое писал, то надо просто взять, где, вот, я вот уже это писала, для двух значений, вот. Код, который вы уже когда-то писали, он вам обязательно пригодится, потому что если я уже когда-то это поняла, зачем мне опять об этом думать? Вот, мне нужно выбрать из, значит, так, если этот 0 в доступных ходах, вот, сюда просто копируем вот эти строчки, все это уже написано. Правильно у меня тут отступы идут? Проверяем отступы. If, elif. Вот смотрите, значит, как это получилось? Получилось так, что у нас наш код для двух значений. Чуть видно что-нибудь? Сейчас я посмотрю. Сейчас я подвину немножко код. Вот, чтобы вам было еще лучше даже и видно. Вот, код для двух значений получается. Получается. Сейчас я даже еще повыше его подниму, чтобы симпатичненько было. Вот какая красота. Код для двух значений. Почему мы так пишем? Потому что нам нужно выбрать либо 0, либо 6. Соответственно, я ему спрашиваю, если 0 есть в доступных ходах,
то присваивай себе ход 0, печатай 0, возвращай 0, добавляй 0 в ходы. Видите, вот сколько нужно действий сделать, чтобы компьютер типа все запомнил. Но если его нет, то есть if я пишу теперь 2, потому что мне нужно теперь 2 меняем на 6, 6 в доступных ходах, то теперь пишем 6, 6, 6, 6, 6. Ну вот, все, мы написали еще целую строчку кода. Короче, осталось это просто все скопировать вот в эти строчки, потому что, видите, когда ты уже один раз, типа, придумал, как это написать, то дальше все одно и то же, ты просто меняешь циферки там одну на другую, и вот эти все if-else, по сути, у меня уже готовы, мне надо их просто скопировать, внимательно, ничего не перепутать, вставить эти циферки и написать. И останется написать блок первого хода. Блок первого хода я тоже уже начала писать, видите, я как бы написала первый вариант, и, в принципе, дальше то же самое, нужно будет скопировать, ничего не перепутать, все отступы правильно проставить, и, по идее, у меня все должно заработать. Так что давайте я допишу, не буду вам все подробно показывать, просто я думаю, все уже поняли примерно, что я делаю, и я вам покажу в итоге, заработает у меня эта программа или нет.